UserGP 5. Действительно, писать на время полезно, и получается более интересно, свежее и легче. Но часто начинаем портить, улучшая, как нам кажется, и окончательно портим этюд или картину, делая ее какой-то мертвой. Исчезают непосредственность, легкость, живость. Картина или этюд «Художник по дому» живая, легкая. Этот художник расписывает стены дома, ведь не маляр же он. Да, он расписывает дом. Это в Аликанте, Санта-Барбара, местечко, старый город, Испания, и местные жители для того, чтобы привлечь туристов, расписывают дома в цветах, все вокруг. В Аликанте я написал несколько работ, и в конце этого видео я вам еще кое-что покажу. Что касается живости, легкости коротких работ. Ну да, эта работа писалась, наверное, быстро, час, может быть, полтора. И этот дядечка заметил, что я его пишу, потом подошел ко мне, сказал, что мы оба художники, и давай помоги мне расписывать мой дом. Он мне предложил. Ну, смеясь, конечно, улыбаясь. Он говорил по-испански, я не бум-бум, но было все понятно. Полтора часа, час – это еще долго поскольку это портрет, все-таки надо еще со сходством. У него очень выразительное лицо. И надо было отработать так, чтобы было понятно. Но он позировал мне. То есть не позировал, он просто увлеченно работал. И работал долго. Я его заметил в один день, потом пришел на следующий уже с этюдником. И он продолжал работать, не обращая на меня внимания, так что мне было очень довольно-таки легко. Ну, а быстрые работы и маленького размера всегда лучше, чем большие и такие, извините, бывают замученные. Вот когда они непосредственно сделаны в этот момент, с натуры, конечно, еще если цель писать легко, свежо, то просто не так торопиться, особенно, хотя быстрая работа, все время отходить и спрашивать себя, может быть, уже все? Может быть, уже хватит здесь? И на какой-то ранней стадии, если заканчивать, то это, конечно, лучше, чем длительная. Но с опытом можно и длительную работу делать свежей, такой, как бы этюдной, как будто она написана на одном дыхании. Для этого приходится просто счищать слои, которые неудачные, и намеренно писать этюдно, с элементом недоговоренности, недосделанности, не до конца, по крайней мере, в каких-то местах. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки, это важно для развития канала. Галина, Ульяновск. Где можно почитать вашу биографию, где родились, где учились и так далее? В Википедии наберите мою фамилию и имя, и там все на свете есть, включая выставки, где что проходил. Налбанг. Мне интересно, а есть руки и ноги, которые не получились? Но в плане махранились ли, как правильно выразиться, неудачные тренировки великих мастеров, где они свой скилл нарабатывали. Скилл – это по-английски навык. Трудный вопрос, потому что неудачные работы художники в основном сжигают, чтобы их никто не увидел. Так делали Серов, многие делали так, чтобы Гоголь, наверное, по этой причине, я не знаю, почему он сжег какие-то главы мертвых душ. Кто-нибудь знает, напишите. Но все равно попадают в свет неудачные работы, и, к большому сожалению, находятся люди, которые их выставляют. Фактически, может быть, художник хотел это скрыть, а галерейщик, видимо, этого не видит и выставляет. Я видел такую работу Коровина, гений русской живописи. В Поленово, кстати, на выставке. Может, она там просто в основной экспозиции, и, видимо, хозяева этого комплекса дорожат ею, но она абсолютно просто такая, никакая. Я за то, чтобы не показывать работы неудачные, и вряд ли мы
в общем-то, где-то увидим больших мастеров неудачные работы. Я был знаком с одной женщиной, она, певица, и она ни за что не могла показаться. Просто к ней стучишься, например, она не открывает дверь, потому что она не накрашена, еще губы не накрасила и не напудрила все вот это вот. Через дверь разговаривали. То есть лучше себя показывать, когда ты в форме, или ты злой, например, какой-нибудь, раздраженный. Зачем себя показывать? Ведь же все испугаются и разбегутся. И никого больше ты не увидишь рядом. Лучше переждать, поиграть на фортепиано, успокоиться и показать себя с лучшей стороны. User GU. Писать на время — это, наверное, очень занятно, когда что-то уже умеешь. Ну да. Скажите, пожалуйста, писать за короткое время вы рекомендуете при любой подготовке и умению рисовать? И еще вопрос. Давайте сначала этот. Наверное, все-таки не при любой. Какой-то навык должен быть, чтобы вы совсем не растерялись. Боже мой, что с этим делать, а время тикает, да? Можно даже специально делать длительную работу, длительную сколько угодно времени, 3 часа, например, вы делаете, вы все разбираете медленно, скрупулезно, все закладываете отношения, по пятнам выстраиваете композицию, и когда это все сделано, засекаете секундомер и делаете 10 минут. Этот же мотив. Это очень полезно. И потом сравните. Вы же уже все разобрали, вы знаете, как что устроено, медленно все разобрались во всем. И быстро на эмоцию, на такую вот передачу ощущений, это может быть очень элегантно. Можно идти дальше, вот что мы делали в курсе, который сейчас идет, «Морской пейзаж». Там еще есть последнее заключительное упражнение, 5-е, когда вы пишете эмоцию, когда вы пишете вот именно ощущения, впечатления, уходя от такой натурализации излишней. Может быть, даже кто-то в абстракцию идет. Это очень интересно. Я вам буду показывать лучшие работы этого курса. Немножко попозже. И дальше юзер продолжает. И еще вопрос. По вашему методу рисования красками можно не рисовать то, что видишь, а то, что придумаешь на основе того, на что смотришь. И в результате неважно, как получится, да, но вы нацелены все-таки передавать гармонию. То есть как бы вы ни готовили яичницу, все равно она будет яичница, правда? Но вы можете творчески где-то присыпать какую-то неожиданность, изюм, например, туда добавить, просто сейчас в голову что приходит, я не знаю, сельдерей. Никогда не делали так, а вы добавьте. Это будет творческое решение этой яичницы. Она будет яичница. И главный критерий, что важно, как получится. Важно, потому что основное, она съедобна и вкусна. Но она необычная, эта яичница. И ваша работа, вот вы живописная, она необычная, потому что вы пишете вот эту некую фантазийность. Вытаскиваете свое ощущение на то, что вы смотрите. Пишите ощущение того, что видите. Да, вот я об этом говорю. То есть рисовать надо не то, что видим, а что придумаем, глядя на натуру. Вот вопрос такой. В общем, да, это как раз и есть эмоция, передача вашего творческого волнения, что ли. Это очень сложно объяснить словами, но вы вытаскиваете нечто необычное на эту тему. Проще сказать ощущение, впечатление, эмоцию, фантазию. То есть пишите не в лоб. Это не срисовывание, не списывание цветов, а придумывание. Можно отталкиваться от различных стилей, приемов импрессионистических. Посмотрите импрессионистов. Там очень хорошо видно, что то, о чем я говорю, что они писали не в лоб. И тем завораживают их работы вот этой необычностью.
Год назад я принимал участие в пленэре в Костроме и предлагаю посмотреть первый ролик, первый сюжет с того пленэра. Вы увидите живопись в процессе. Номер ролика 667 «Начало пленэра в Костроме». Удачи!